Короче говоря, вопрос первый. Вот получается вот это вот АБС. То есть, по большому счету, в основе его лежит что? Тренировка интуиции. То есть получается, что самое главное, все это будет ноль, если мы не будем тренировать интуицию. Так ведь? Это упрощенный подход. Нет, не упрощенный. Это наоборот. В основе... Как можно чувствовать, вот это чувствование, это же и есть интуиция. Предвидение – это то, когда ты просто предвидишь, знаешь. В основе этого всего лежит знание собственного тела, распределение «я сильный и быстрый» или «сильный и выносливый». Помимо того, что свое тело нужно знать, как мы это можем узнать? Через систему тестов в тренировке. И самое главное, нам нужно с этим согласиться. Вот пример про Алиса, который собирался делать вертушку. Он раскрывает ситуацию с несогласием. То есть я вижу, то есть у меня есть деньги купить козу, но нет желания. У меня есть желание купить Мерседес, но нету денег. Вот принять себя таким, какой я есть, это очень важно. Это первое, что лежит в основе этого всего. Дальше, исходя из этого, технический арсенал, то есть нужна ли мне эта вертушка для того, чтобы там где-то выжить и так далее. После этого следующий момент, который я в себе должен воспитать. Принятие тактического поражения и боли. Вы же вспомните, с чего начинается парная работа вот здесь. Первые 2-3 блока посинели предплечья, и часть людей говорит, нам это не надо, нам это не подходит. Мы выходим на уровень Тихон и Пон, где появляется там каких-то примитивных, ну там реально однотипный бросок на заднюю подножку. Но как только мы начинаем падать, часть людей говорит, у вас неправильное карате, оно мне не подходит. Нам нужно правильное, где бросков нет. А они есть. То есть вот это является основой. Вопрос интуиции – это надстройка. Это надстройка. То есть не зная своего тела, не обладая никаким арсеналом и не имея готовности потерпеть, наша интуиция будет подсказывать нам только одно решение задачи. Пора сдаваться, пора бежать и все. То есть интуиция – это следствие вот этого всего. Следствие. Она не является вот чем-то там таким. В противном случае нам нужно брать нормальные очки, рассматривать окружающих и давать неверную оценку. Я посмотрел вот на Женю и думаю, даст он мне по лицу или не даст. Посмотрел, и исходя из своего жизненного опыта, а он у меня так себе, думаю, что даст. Но когда у меня жизненный опыт несколько другой, я смотрю на Женю и думаю, что нет, мы пройдем все-таки стороной, драки не будет, она ему не нужна. Вот это будет интуиция. Да. Но если жизненного опыта нет, то есть я не знаю, на что я способен, то я посмотрю, скажу, все, не сегодня, не сегодня, я туда не пойду. Это тоже интуиция. Но она дает только одно решение – туда. Решение туда она не дает. Ответил? Почти. Не убедил. Ответить ответил, не убедил. Да. Как обычно, стоит разобраться с терминами. Вот что такое интуиция? На мой взгляд, интуиция – это возможность предвидения какого-то следующего развития событий. Наиболее реально. Да, как правило, оно лежит вот с точки зрения профессиональной интуиции на основе серьезной профессиональной базы. Вот. Если этой базы нет, то нету и интуиции. Аналогично здесь в нашем случае, собственно, оптимальное боевое состояние – это результат вот этой самой большой базы, большой многолетней, как там на графике было, работы над собой, с партнерами различными и так далее. То есть это, по сути, как бы результат серьезной профессиональной подготовки и как следствие. Поэтому я вот тут противоречия вообще не увидел. Что да, это интуиция, да, но это интуиция, которая возникает в результате... То есть все к тому, что большой многолетней работы. Подготовка должна быть огромная
И только после этого можно вот к этому состоянию. Так? Да. То есть длительная. Да. То есть и так Да. быстро она не наработается при всех возможностях физических и так далее. Ну, То база есть это просто быстро всё. не появляется. То есть это все долгое-долгое время. Хочется быстрых результатов. Ну, Не быстро, ну, как КТ. сказать, даже Да, теория и да, методика кстати, очень физвоспитания, хорошо. которая построена в основе своей на развитии и контроля за развитием циклических видов спорта. Легкая атлетика, плавание, велосипед, лыжи, то есть циклические виды. Когда отслеживали все, то пришли к такому обобщению, что на формирование тех или иных двигательных способностей необходимо 16 недель. Теперь, если вы возьмете просто, ну, в самом таком примитивном варианте, из того, что у вас в голове есть, запишите на бумажку ту технику, которую вы знаете, и на каждую технику добавите по 16 недель. У вас получится, ну, это на освоение координации, я вам говорю. Мы сейчас говорим только про технику. Если добавить сюда психологию, то есть я эту технику делаю, и второй вопрос, делаю ли я эту технику, которая требует определенной практики. То есть да, мне кажется, что я вот бью, а потом я попадаю в условного большого человека, и оказывается, что мой удар практически равен нулю. Все, так бью ли я? И вот этот момент, он очень интересен сам по себе. И вопрос психологии, он на первом месте. На первом месте. Но сформировать психологию у подростка поломать можно, сформировать нет. К сожалению. К сожалению. Поэтому все время, и там в тексте, то, что я вот писал, когда разместим, вы там почитаете, есть интересный момент, в котором задача вот этой системы прописана, и не только этой, вообще любой системы, в медицине, в инженерной науке, где угодно. Это подготовка высокого, среднего уровня, и это является критерием всех систем. Задача выхода за высокий, средний уровень не является целью системы. Это уже будет личностным ростом, личным вкладом каждого конкретного индивидуума, который захочет двигаться вот сюда и вот сюда. Без личного вклада индивида этого невозможно. И мы эту ситуацию знаем, когда мы выходим на дзуипон. Буквально тренировка в среду. Кто-то пошел работать задачу, вспоминаем, навстречу друг другу, а кто-то начал работать защиту и ответ. И то дзуипон. Но вы понимаете разницу, те, кто понимает? То есть может быть и так, может быть и так. Но основная тема развития интуиции и всего остального – это так называемая техника Сосо и Вадза, техника предложения, когда я иду, улыбаюсь, вот он я. Возьмите меня тепленьким. Пожалуйста, все. И Женя уже бумажку начинает скручивать трубочку. Да, уже готовится там к чему-то. То есть вопрос заключается в том, что вот готов человек это все сделать или не готов. И вот этот момент выхода туда – это ломка самого себя. Тот, кто ничего не боится, у нас есть поселок Новинки, там их целенаправленно собирают. Те, кто готов на подвиг ценой собственной жизни, их везут туда же. Людей, которые постоянно ходят и говорят, сегодня, какое число? 2 февраля, подвиг. Умереть. Получить героя посмертно. Не получилось.
3 февраля, утро, умереть, получить героя. Не получилось. Их тоже собирают, их тоже лечат, понимаете? Ну, вот такая тема. Но понимание этого всего и принятие этого всего – это огромный кусок внутренней работы. И человек, который готов это все принять, я вам клянусь, он очень любит жизнь. Он очень любит жизнь, и эту жизнь надо еще у него попробовать отобрать. Поэтому здесь все дуализм, везде и так, и так, и так, и так. Но без вашего личного вклада в развитие вот эта система бесполезна. Просто от слова совсем. От слова совсем. И я вот в тексте там писал, и написал, что вот до 5 уровня старшие товарищи, там именно такие фразы у меня, они делятся инструментами по решению тех или иных ситуаций. И в конечном итоге они приводят тех, кто занимается, к пониманию того, что поединок или вот кумите – это не драка, а это диалог двух людей, в котором вербальные формулы заменены действиями руками и ногами. Это диалог, но через действие. Поэтому все наши работы по взаимодействию, которые мы делаем, это все диалог. Это система передачи информации. И та цепочка, которую я сегодня озвучил по поводу ОБС, 4 пункта, это же является передачей данных от человека к человеку. Тоже 4 пункта. Информация, источник передачи, источник приема и расшифровка полученной информации. Потому что очень часто я вот говорю что-то, человек говорит: я вас услышал. Он не говорит: я вас понял. Я вас услышал. Это уже хорошо, это 50 на 50. Теперь для того, чтобы узнать, понял он или нет, этот человек должен что-то сделать. Вот после того, как этот человек что-то сделает, я смогу сказать, понял он или не понял. Поэтому, когда мы убираем вторую, третью позицию, то тогда получается вижу, действую на вершине всего. На вершине всего. Предчувствую, действую. Вспоминаем ситуацию здесь. Ямагучи-сенсей, мы с ним в паре, Гаевский переводит, и Ямагучи-сенсей говорит: я сейчас буду бить. Святослав Олегович говорит: он будет бить. Я говорю: хорошо, я встаю. Ямагучи-сенсей не бьет. Он опять говорит что-то там по-японски, так отрывисто. Гаевский переводит: он будет бить мощно. Я говорю: ну, хорошо. Я встаю. Он говорит: ну все, я бью. Я говорю: ну давай. Он бьет. Он же не говорил, что я должен делать. Это вот ситуация, как у меня вот с Даником. Когда я должен как-то защититься, как-то среагировать. И он рассчитывал, что я среагирую так, как он привык. Но он-то привык работать с уровнем ассистентов на демонстрациях, которые находятся где-то вот тут. А я немножко другого уровня. И я ушел, сделал движение, и он чуть-чуть потерял равновесие. После этого он не смог сделать то, что захотел. Но в моем поведении ничего не изменилось. Буду бить быстро. Хорошо. Мощно. Хорошо. Уже бью. Хорошо. После этого он сказал, что я должен сделать. Я сделал то, что он просил. После этого он сделал то, что он хотел сделать. Он меня стукнул. Там все сложилось. То есть все стороны получили свое.
Но изначально-то момент какой? Мы делаем это для того, чтобы продемонстрировать некий прием или показать способность человека воспринимать некую опасность. То есть если некую опасность, то мы делаем некое кузуши, человек теряет баланс, у нас появляется доля секунды времени, чтобы ответить в ту сторону, например. Если показать прием, то мы уходим в удобную сторону, выполняем то, что надо, и оно происходит так, как происходит. Поэтому общение через движение – это опять же формирование той же самой интуиции. И если брать борьбу, дзюдо, например, то ученые проводили исследования, в котором чувства тактильные в пальцах у борцов, вот человек держит захват за кимоно, и потому как тот, кто сидит внутри этого кимоно, напрягает мышцы, борец высокого уровня через пальцы, через ощущения, уже знает, куда будут толкать, тянуть или там подворачиваться в какую сторону. Вот он уже вот это знает через пальцы. Это чувство, это интуиция, да, на чувстве, но у нас дистанция другая. Нам бы тоже хотелось его пощупать, но уже желательно лежащего где-нибудь. Понимаете? Такая тема. Но вот оно как-то все так. Есть ли еще вопросы? Да, у меня еще один вопрос. Вот я чего-то не очень поняла, почему считается, что таким хорошим вариантом развития, это, в смысле как бы готовности, это высокий ЧСС. Разогнать ЧСС можно запросто, но в медицине как бы считается важным аспектом, то есть устойчивости, выносливости, здоровья, это восстановление, быстрота восстановления. Да, вот я в тексте, который готовил, я эту позицию вот это прописал. Да? Сейчас, когда я говорил про оптимальное боевое состояние, я говорил, что умение вхождения и выхождения оттуда. Про ЧСС я это упустил, не сказал. Реально, да. То есть задача тренировки состоит в том, чтобы через упражнение зайти в эту зону ЧСС, это раз, и выйти без последствий для организма, это два. И третья задача, которая здесь есть, научиться делать это самому человеку без внешних тренировочных воздействий. То есть вот по своему некому щелчку, вот сказал 33, и у тебя сразу оп, и ты готов. Сказал 25 и успокоился. Условно. То есть этот момент, да, это я вот просто пропустил. Есть ли еще вопросы? Когда мы говорим про работу на высокой скорости, ты не можешь бежать, условно говоря, 100-метровку или делать какую-то другую быструю работу, находясь на низкой зоне ЧСС. У тебя не будет мышца работать. То есть не будет кровь прокатывать по организму, организм будет иметь сразу очень большое закисление, ты просто встанешь, ничего быстро не произойдет. И у нас все имеет, этот термин есть в теории электропривода, повторное кратковременное действие. Описывается этим работа лифтовых систем. Повторное кратковременное, повторное кратковременное. Так вот у нас повторное кратковременное – это вхождение в высокое ЧСС, выход оттуда и следующая возможность вхождения туда и выхода оттуда. То есть в поединке, который идет вот здесь, голыми руками, голыми ногами, поединок длится 1,5-2 минуты. Не потому, что там дохляки, там выполняется за это время 1-2 атаки. Но они выполняются так, что после этого гематома по всему телу, если туда прошло. А если это по лицу, то там печальные вещи происходят. Если мы говорим про поединок ВКФ в экипировке, где безопасность выше, то выполняется за поединок там 8-10 атак и так далее. И каждая атака должна быть выполнена на высокой зоне ЧСС. В противном случае соперник ее просто уберет, и все. Поэтому взлет,
выход, взлет, выход. По-другому скорость не будет работать. Если мы говорим про ту же самую борьбу, и сейчас новые правила дзюдо 4 минуты, это уже работа на выносливость. Старые правила, я по ним еще боролся, это 6 минут. 6 минут – это 100% работа на выносливость. Да, там есть какие-то моменты взрыва на броске, но в основе своей это работа на выносливость. На выносливость. И вот мы когда ездили на сборы и там тренировались по подъему ЧСС, удержанию этого всего-всего, то был у нас опыт пересечения и с борцами уровня национальных сборных, которые выполняли наши тесты. Так вот, разница была в том, что наши спортсмены после сдачи теста восстанавливаются в течение минуты-полутора и могут дальше работать. Борец, да, он показывает высокий уровень. Ну, во-первых, он сам по себе международник, мастер спорта международного класса. Он делает тест координационно, все по скорости, все здорово. Но восстановиться после этого не может в течение 5-6 минут. То есть с точки зрения уже нашей работы на ударные действия, вот эти 5-6 минут, они, у нас судья не даст продышаться. У нас надо работать дальше. И тогда получается работа на фазе недовосстановления. Еще вопрос? Очень понравился момент, что это разговор, да, то есть вот кумите, по крайней мере, Якусоку кумите, это разговор. И, соответственно, в данном случае у нас наш партнер, с которым мы проводим парную работу, это не оппонент, а собеседник. То есть, и получается, что заранее, настраиваясь в данном случае, единоборство это все-таки предполагает некую борьбу, но вот эта вот подготовительная часть, которая предполагает без соревновательной, без оценки победителя, как беседа, по-моему, это вообще очень такая раскрывающая метафора и, скажем, повернула у меня определенные пазлы, сложилось. Спасибо. Я же говорю, что вот я листы раздал, там написано, что такое кумите. Что кумите – это взаимодействие, это не поединок. Не поединок, это взаимодействие, это принципиальная вещь. Принципиальная вещь. Сейчас интересная такая тема. Я вам это предложил для проверки. Тут нужно просто осознанно войти в то, чем мы занимаемся на тренировке. Вот эта позиция, она может тренироваться бесконечно. Она может тренироваться бесконечно. Но момент внутренней собранности, его тоже можно тренировать бесконечно. Но для меня на сегодняшний день мерило мастерства именно в собранности, в готовности реализовать некую двигательную форму. Потому что как это... опять же, вы с этим можете соглашаться, можете не соглашаться, но вопрос вот этого оптимального боевого состояния – это фраза, которая присуща европейцам. Ни о каком оптимальном боевом состоянии у азиатов речи нет. Там есть позиция готовности, ты должен быть готов. Они через это все описывают и объясняют. Это уже придумали наши специалисты, эту терминологию. Поэтому позиция «готов», она опять же имеет вот это в основе. Вот это в основе позиции «готов». Вот в этом оптимальное боевое состояние, оно же есть у легкоатлета. Извините, где легкоатлет? Да, там у него есть риск получить травму. Можно мышцу порвать, можно там подвернуть ногу там туда-сюда. Но вероятность получения травмы где выше? В единоборствах или в легкой атлетике? Однозначно в единоборствах. Поэтому здесь все как-то вот так вокруг одного и того же крутится. И момент осознанности, если вы в кумите начнете подходить к этому осознанно, и самое главное, поймете, что вот это не соревнование. Это не соревнование, это взаимодействие.
Это принципиальная разница. Принципиальная разница. И если у нас на этом взаимодействии не будет взаимоуважения друг к другу, и мы не будем доверять нашему оппоненту, то у нас, во-первых, не получится взаимодействие, это раз. Наша техника будет либо слишком короткой, либо слишком длинной, но в молоко. И, соответственно, мы ни к чему не придем. Понимаете? Еще вопросы есть какие-то? Вопросов нет. Супер. Все нормально вспотели. Вот. По крайней мере, мозги. Теперь, вторая тренировка. У нас никакой теории нет.